Привет, друзья! У меня наконец-то очередная посылочка с AliExpress. Здесь я заказал себе мебельные ручки. Давайте вскроем упаковку, посмотрим, что пришло. Итак, вот так вот продавец запаковал такую коробочку. Пришли 5 ручек. Это я заказывал себе на письменный стол. Итак, давайте сейчас откроем упаковку, пробегусь по размерам ручки, покажу вам, как она выглядит. И перейдем, соответственно, к ее установке на шуфлядке письменного стола. Итак, ручка вот такого образца. В комплект идет 2 винтика. Давайте сейчас посмотрим размер данной ручки. Размер, получается, идет 198 миллиметров. Сейчас покажу вам расстояние сверловки между отверстиями. Примерно берем центр. Получается 193 миллиметра. Соответственно, сама ручка у нас шириной идет 17 миллиметров. И винты, которые идут в комплекте, сейчас замерю, скажу, сколько миллиметров будет. 4. Все, переходим ставить данные ручки на письменный стол. Покажу подробно, как я это ставлю, как размечаюсь. Итак, данные ручки буду ставить на этот письменный стол. Сборку данного письменного стола чуть-чуть позже вы сможете у меня посмотреть на канале, как я его собирал. Подробно я видео сделаю, покажу. Но сейчас речь не об этом, мы ставим данные ручки. И посмотрим, как на этих шуфлядках они будут смотреться. Итак, показываю, как быстро разметиться. Берем высоту фасада, получается 138 миллиметров. 138 делим на 2, это центр у нас получается 69. Сразу можно сделать разметочку. То есть отметить, где у нас получается идет центр фасада. Центр мы разметились. Знаем, что идет 198. Примерно прикладываем по центру и смотрим. С одной стороны, давайте поставлю 12,5. И получается со второй стороны тоже сейчас посмотрю, какое получается расстояние. Итак, со второй стороны тоже получается 12,5. Соответственно, мое данное расстояние знает центр. Измеряем теперь наше отверстие. Наше отверстие идет с одной стороны на 3 мм, со второй стороны тоже идет на 3 мм. Все, теперь, соответственно, я отступаю 12,5, добавляю 3 мм. Это получается 12,5, 3 добавляю 12,8. Вот здесь у меня сверловочка должна быть. И с другой стороны тоже добавляю 12,8. И сейчас сделаем сверловку. Так, прошел сразу на сверлом 2 мм. Сейчас буду, так как я измерял, винты были 4, проходить 4,5. Итак, как правильно разметить данные винты? Винты сразу надо закрутить, посмотреть, сколько идет резьбового соединения. Закручиваем. Смотрим расстояние. Остается рабочего 18 мм один винт. И второй винт тоже сейчас закручиваю, наживляю. И также смотрим, сколько остается расстояние рабочей. Получается, расстояние рабочей части остается
также 18 мм. Соответственно, сейчас мне надо углубиться, так как у меня 2 идет, получается, 18, мне надо углубиться на 18 мм, соответственно, остается у меня ширина фасада, и прикрутите ручку. Итак, теперь нам надо с обратной стороны сделать отверстие под винт. Берем, сразу измеряем наши винты, шляпку, сколько она в диаметре идет. У меня в моем случае идет 7 мм, то есть мне надо пройти сверлом на 8. Делаем обозначение. Как я говорил, 18 мм мне надо. Для того, чтобы не засверлиться глубже. Здесь как раз у меня выставлено 18. Ставлю сверло и делаю отверстие. После того, как сделали отверстие, можно для красоты пройтись шарошкой с обратной стороны, что я и сделаю попозже. И теперь берем наш винт. И смотрим, насколько он выходит. Еще не хватает, надо еще досверливаться. Сразу не спешите пройти за раз сверловку, так как вы можете выбрать лишнее. И придется вам, соответственно, подкладывать шайбу. Лучше, как говорят в пословице, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, поэтому не спешите. Так, выходит примерно на 3 мм. Можно еще чуть-чуть глубже засверлиться. Так, все отлично вышло. Сразу проверяем также вторую сторону. Все вышло отлично. И делаем крепление нашей ручки. Да, то, что я говорил, пройтись шарошкой, можно сделать это красивенько пройтись, а можно просто наклеить белую наклейку. Но в моем случае, так как у меня нет наклеек, я чуть-чуть сниму грани. Все, вот такая простая установка. Сейчас ставлю ящик на место и так делаю 4 ящика. 5-я ручка, кстати, у меня заказана на шкаф. Шкаф я уже покажу в полном видео данной комнаты, когда я собираю ее, как собираю. Все это вы увидите. Вот так вот смотрится ручка на фасаде. Остается сделать 3 ящика.
Но вот так вот смотрятся данные ручки на фасадах письменного стола. Закончил их установку. Подробно вам показал, как устанавливаю. Надеюсь, данное видео вам было полезно, и кому данные ручки понравились, ссылочки оставлю, как всегда, внизу в описании. В ближайшее время выпущу сборку данного письменного стола. Всем спасибо за просмотр, до встречи в новых видео, всем пока-пока.